Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 23 мая. Обращаем ваше внимание, что сегодняшний день – это день богатства, день изобилия, день достатка. Кроме того, сегодня у нас с вами, друзья, и полнолуние еще в знаке зодиака Стрелец, а это вдвойне увеличивает наши шансы привлечь достаток и благополучие в нашу жизнь. Поэтому сегодня обязательно скажите эти слова для привлечения денег в вашу жизнь. Давайте далее, друзья, все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас очень много полезной, важной и нужной информации. Прямо сейчас в комментариях напишите: для меня 23 мая изобильный день. Истинно да будет так. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 23 мая и сегодня день богатства. Также обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами еще и денежный четверг. И в этот день энергия денег и энергия процветания, она максимально активизируется. Поэтому сегодня очень важно говорить правильные слова, созидательные слова. Те слова, которые вы принесете в этот день, они помогут вам привлечь финансовое благополучие и изобилие. Дело в том, что именно этот день обладает достаточно сильной энергетикой. И очень важно, чтобы каждый из вас использовал вот этот день по максимуму. Поэтому далее мы проговорим магические слова. Используйте сегодня практики. Помните о том, что сила слова, она достаточно велика, и ваше намерение воплотить желаемое в реальность сегодня, можно сказать, что она умножается на 2. Поэтому обязательно далее слова, которые мы озвучим, обязательно произносите их с уверенностью, с силой, с верой, и тогда действительно богатство и изобилие станут неотъемлемой частью вашей жизни. Что же касательно лунного календаря, то обращаем ваше внимание, что у нас сегодня полнолуние в знаке зодиака Стрелец, которое символизирует и показывает нам расширение горизонтов, открывает перед нами возможности и дает нам найти вот ту истину, которую, возможно, вы в ближайшие несколько лет просто-навсего не видели. При этом по разным причинам. Вообще Стрелец, как вы знаете, это знак огня. Он сам по себе ассоциируется с энергией, энтузиазмом и стремлением к новым знаниям. Поэтому сегодня вы можете чувствовать достаточно сильный прилив энергии и желание сделать что-то значимое. Поэтому этот день будет полон энергии и активности. Вы можете почувствовать сильное желание двигаться вперед. У вас появится сегодня желание открывать, начинать, создавать какие-то новые проекты. Но главное, чтобы вы вот эту энергию направили именно в конструктивное русло. Кроме того, Стрелец, он способствует интеллектуальному росту и духовным поискам. Поэтому хороший день для обучения, для чтения, для посещения лекций, семинаров. Вы можете ожидать даже новых озарений и понимания любых сложных вопросов. Стрелец – это еще и знак путешествий и приключений. Если у вас есть возможность, отправляйтесь в небольшое путешествие или, как вариант, сегодня исследуйте какие-то новые места в своем городе. Пусть даже если это вы живете в селе, в деревне, это не повод оставаться в четырех стенах. Наоборот, пытайтесь сегодня выйти. Возможно, вы сегодня кого-то встретите, который вам даст человек подсказку или какую-то идею. Конечно же, нужно быть открытым этому миру, и тогда мир вам поможет, подскажет, подтолкнет или направит. И это все поможет вам принести много радости и новых впечатлений. Кроме того, в полнолуние в знаке зодиака Стрелец приносит оптимизм и веру в лучшее будущее. Поэтому используйте этот день для планирования своих будущих целей, верьте в свои силы и в свои возможности. Также обращаем ваше внимание, что сегодня повышенная активность и энергичность. Все это может привести к импульсивным поступкам. Будьте осторожны с внезапными какими-то решениями, особенно
особенно если они касаются важных аспектов вашей жизни, такие как финансы или личные отношения. Влияние полнолуния может, к сожалению, обострить эмоции и привести к конфликтам, поэтому сегодня постарайтесь избегать ненужных споров и ссор. Держите под контролем свои эмоции и старайтесь быть более терпимыми к окружающим людям. Также стремление к активности и новым достижениям может привести сегодня к переутомлению, поэтому не забывайте о важности отдыха и восстановления сил. Берегите свое здоровье и не перегружайте себя. Также полнолуние может усиливать склонность к иллюзиям и к каким-то завышенным ожиданиям. Поэтому очень важно, что в этот день реалистично оценивали свои возможности и ни в коем случае не поддавайтесь обманчивым мечтам. Стремитесь к достижимым целям и не забывайте о практичности. Кроме того, вы должны понимать и то, что полнолуние – это время усиленной энергии, которая подходит очень для практик, для медитации. Это время, когда вы можете обрести внутренний покой и ясность мыслей. Используйте этот день для планирования своих будущих целей. Напишите, вот чего вы хотите достичь, и разработайте план действий, как вы это видите. Это поможет вам лучше организовать свое время и ресурсы. Также постарайтесь, насколько это возможно, завершать сегодня свои старые дела, проекты, которые давно требовали вашего внимания. Это поможет вам освободиться от ненужных обязательств и сосредоточиться даже в дальнейшем на тех или иных начинаниях. Кроме того, полнолуние в Стрельце благоприятствует творчеству и самовыражению. Поэтому займитесь сегодня любимым хобби, рисуйте, пишите, танцуйте. Это поможет вам раскрыть свои таланты и получить удовольствие от процесса. Что же касательно лунного календаря здоровья, то сегодня особенный день в лунном календаре. И у нас сегодня с вами, друзья, 15-е лунные сутки, которые и обладают уникальной энергетикой и оказывают значительное влияние при этом и на физическое, и на эмоциональное состояние человека. Полнолуние – это время кульминации лунного цикла, когда энергии достигают своего пика, и это обязательно сказывается на вашем здоровье. Стрелец – это огненный знак, который символизирует активность и стремление к новым высотам. Но и у нас с вами влияние полнолуния в знаке зодиака Стрелец проявляется в усилении энергетики, что может дать толчок для значительных изменений в жизни и в мотивации для достижения целей. Однако эта энергия может быть как созидательной, так и разрушительной, в зависимости от того, как вы ее используете в этот день. В этот день вы можете почувствовать прилив сил, бодрости. Также сегодня отличный день для физических нагрузок, для занятий спортом и активного отдыха. Умеренные упражнения, такие как бег, плавание, помогут направить избыток энергии в нужное русло и укрепить ваше здоровье. Полнолуние также обостряет эмоции, и это может приводить к повышенной тревожности и раздражительности. Поэтому важно контролировать свои эмоциональные реакции и старайтесь избегать любых сегодня стрессовых ситуаций. Поэтому дыхательные упражнения помогут успокоить ваш ум и снизить напряжение. Знак зодиака Стрелец очень благоприятно сказывается на иммунной системе. Поэтому в этот день, 23 мая, обратите внимание на рацион питания, включив в него больше свежих овощей и фруктов, богатых витаминами и антиоксидантами. Это поможет поддержать организм в тонусе и повысить его сопротивляемость к тем или иным заболеваниям. Полнолуние в знаке Стрелец оказывает влияние на бедра, тазобедренные суставы и нижнюю часть спины. Поэтому важно сегодня уделить внимание вот именно этим зонам, избегая чрезмерных нагрузок и травмоопасных ситуаций. Легкие растяжки и упражнения на гибкость поможет вам поддерживать здоровье ваших суставов. Кроме того, в этот период пищеварительная система может быть более чувствительной, поэтому стоит сегодня избегать тяжелой и жирной пищи, предпочитая легкие питательные блюда. Также рекомендуем пить больше воды, чтобы поддерживать нормальное функционирование вашего организма.
Обращаем ваше внимание, что энергия полнолуния может сегодня вызвать перепады настроения и усиление тревожных состояний, поэтому важно сохранять спокойствие и избегать конфликтов. Полезно проводить больше времени на свежем воздухе, занимаясь прогулками или медитацией на природе. Давайте теперь поговорим о лунном календаре денег, потому что сегодня 23 мая, это особенный день для финансовых вопросов и денежных дел, поскольку у нас с вами полнолуние в знаке зодиака Стрелец, и, конечно же, именно эти сутки имеют свою уникальную энергетику и оказывают значительное влияние на различные аспекты нашей жизни, включая и финансы. Также обращаем ваше внимание, что полнолуние в знаке зодиака Стрелец будут способствовать активизации денежных потоков. Это время идеально подходит для завершения начатых финансовых проектов, подведения итогов, планирования будущих инвестиций. Энергия знака зодиака Стрелец открывает новые горизонты и перспективы. В этот день можно получить какие-то неожиданные предложения, которые будут связаны с работой, с инвестициями, с бизнесом. Поэтому будьте, пожалуйста, вот именно сегодня открыты к новым идеям и ни в коем случае не бойтесь рисковать. Кроме того, влияние полнолуния еще и усиливает интуицию, что особенно важно для финансовых решений. Здесь очень важно, чтобы вы доверяли своему внутреннему голосу при выборе тех или иных событий, моментов в вашей жизни и при заключении сделок. Также обращаем ваше внимание, что знак зодиака Стрелец сегодня побуждает нас к планированию и расширению, поэтому постарайтесь, насколько это возможно именно для вас и в тех обстоятельствах, в которых вы оказались, составить план будущих ваших вложений, изучите новые возможности, и этот день благоприятен для разработки именно долгосрочных финансовых стратегий. В то же время энергия полнолуния может подталкивать к импульсивным действиям. Очень важно контролировать свои порывы и избегать необдуманных трат. Поэтому прежде чем сегодня принять какое-либо решение, особенно связанное с крупными суммами, с крупными проектами, тщательно все обдумайте. Кроме того, знак зодиака Стрелец – это знак оптимизма и веры в лучшее. Однако излишний оптимизм или токсичный оптимизм иногда может сыграть даже злую шутку. Поэтому не переоценивайте свои возможности и не принимайте на себя слишком большие финансовые обязательства. Кроме того, влияние знака зодиака Стрелец может побуждать людей к рискам и к авантюрам. Хотя некоторые из них могут быть оправданы, здесь важно не забывать о здравом смысле и, конечно же, действовать именно осознанно, с пониманием. Теперь давайте, друзья, поговорим о карте Таро на 23 мая. Выпала карта «Справедливость», которая символизирует баланс, честность и ответственность. Именно эта карта в этот день указывает на важность объективного и честного подхода к ситуациям и решениям. Эта карта напоминает нам о том, что наши действия имеют последствия и призывает к честности и справедливости во всех делах. Она также связана с правовыми и юридическими вопросами, подчеркивая необходимость взвешенных и обоснованных решений. Сегодня очень важно стремиться к балансу во всех сферах своей жизни, поэтому постарайтесь уделить внимание как профессиональным, так и личным делам, для того, чтобы достичь гармонии и стабильности. Также карта «Справедливость» призывает нас к честности и открытости. Постарайтесь быть в первую очередь честны с собой и с окружающими людьми. Это поможет вам избежать конфликтов и недоразумений. Что же касательно, друзья, предупреждения этого дня, то остерегайтесь сегодня поспешных суждений и решений. Важно тщательно обдумывать все свои действия и учитывать возможные последствия. Избегайте конфликтов и стремитесь к гармоничным решениям, которые будут справедливы для всех сторон. Прямо сейчас ставьте лайк и пишите слово «баланс», если вы готовы стремиться к справедливости и гармонии в своей жизни. Пусть ваш день будет наполнен честностью, ответственностью и мудрыми решениями. Итак, друзья, слово «баланс» – это слово этого дня.
Что же касательно совета от Архангела Михаила, то именно он сегодня призывает нас обратить внимание на свою внутреннюю силу и уверенность. Этот день, который проходит под полнолунием в знаке зодиака Стрелец, предлагает мощные энергии для духовного роста и самосовершенствования. Стрелец, который символирует стремление к истине и мудрости, поможет вам осознать свои истинные желания и цели. Кроме того, Архангел Михаил напоминает нам о важности оставаться верным себе и своим принципам. Сегодняшний день требует от вас честности с самим собой и с окружающими людьми, поэтому прислушайтесь к своему внутреннему голосу и не бойтесь сегодня выражать свои мысли и свои чувства открыто. Кроме того, отпускайте свои страхи, отпускайте свои сомнения, потому что именно эти эмоции могут удерживать вас от прогресса и от достижения успеха. Помните, что у вас есть сила преодолеть любые трудности, и доверие к себе и Вселенной обязательно поможет вам в этом. Друзья, как мы сказали сегодня о том, что сегодня у нас с вами день изобилия, день богатства, сегодня у нас с вами денежное полнолуние и денежный четверг, поэтому сегодня на протяжении всего дня говорите следующие слова. Я привлекаю богатство, деньги текут ко мне рекой, мои финансы растут и множатся, и я заслуживаю изобилия. Истинно да будет так. Эти слова, друзья, мы оставим в описании к этому видео. Пожалуйста, их перепишите или сделайте скрин экрана, как вам удобнее, и проговаривайте на протяжении всего дня. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 23 мая. Мы желаем всем всего самого-самого наилучшего. Прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь, если вы еще не подписаны на наш канал. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.